как на самом деле работает киберполиция, как раскрываются киберпреступления и как киберполиция ловит киберпреступников. Привет, друзья, меня зовут Алексей, я 5 лет проработал в киберполиции, и я знаю, о чем рассказываю, как же на самом деле раскрываются киберпреступления, в чем особенности раскрытия киберпреступления от тех же краж, убийств и так далее. Присаживайтесь поудобнее, и мы начинаем. Моя линия работы была кибербезопасность, то есть это преступления в сфере высоких технологий, то есть взлом, создание вирусов, распространение. Поэтому в основном мой опыт именно в этом заключается, и я про это буду рассказывать. Важное отступление. Киберпреступление, как можно догадаться, раскрывается не так, как обычные преступления, как минимум потому, что киберпреступления имеют приоритет в раскрытии, то есть примерно 99 из 100 преступлений, которые раскрывают полицейские, направляют дело в суд, это не от преступления к преступнику, а наоборот от преступника к преступлению. То есть, давайте объясню на примере, когда происходит кража, убийство, полиция приходит на место, да, смотрит на жертву, изучает мотивы, изучает следы и уже от преступления начинает искать бандита. Да. В случае с киберпреступлением в большинстве случаев так не работает. То есть, если мы имеем взлом почты, взлом какого-то аккаунта, то 99%, что это преступление не будет раскрыто. Почему, я объясню дальше. И на практике именно 99 из 100 преступлений, которые раскрыты, которые в новостях вы видите, да, это полиция сначала находит преступника и потом уже смотрит, какие преступления совершает этот преступник, и потом уже раскрывает эти преступления, которые он совершил. И то есть в этом основная особенность, и про способы раскрытия сейчас расскажу подробнее. Почему так случается, что 99 из 100 преступлений раскрывается по методике от преступника к преступлению? Самое основное – это сложность раскрытия и документирования таких преступлений. То есть, представьте, к вам приходит потерпевший, ему взломали, допустим, почту, вы открываете почту, видите там IP-адрес, IP-адрес будет за каким-то VPN, прокси, даже если это будет настоящий IP-адрес, то шанс того, что это будет именно ваш город, там, где находится потерпевший, минимальный. То есть, скорее всего, преступник может находиться в другой стране, в другом регионе, в другом городе. Вы начинаете это раскрывать. Все, что у вас есть из изначальных данных, это только IP-адрес и более ничего. То есть, это достаточно тяжело, имея только один IP-адрес, раскрыть. И когда вы раскроете, вы поднимете статистику, то есть дадите плюсик тому региону, где находится преступник, а вы, получается, раскрыли зря, потому что вам, как полицейскому, в зачет это не пойдет, потому что пойдет в зачет тому региону, тому отделу полиции, на территории которого это было совершено. В принципе, это самая основная причина, по которой таким образом раскрывается всего лишь 1 из 100 преступлений и даже может быть меньше. Первый самый эффективный способ, которым самое большое количество хакеров получилось задокументировать и направить в суд, это именно массовый дианон хакеров, используя взломанные дампы форумов. То есть, к примеру, есть хакерские форумы, к примеру, самый эффективный по деанонимизации, откуда больше всего пользователей удалось деанонимизировать, это именно БХФ. Оттуда он дважды был взломан, то, что мне известно, да, и база данных этого форума была выложена в интернете. Я как полицейский скачал эту базу данных, и в ней содержится невероятно большое количество данных, которые помогают деанонимизировать пользователей, а именно самое очевидное – это IP-адреса, то есть пользователи, когда каждый раз авторизируется, каждый раз, когда пишет какое-то сообщение, форум записывает у себя в журнале IP-адрес, что, конечно же, очень помогает. Поэтому потом, когда пользователь регистрируется, он указывает свою почту, про почту я чуть позднее расскажу, и
личная переписка. То есть пользователи между собой на форуме могут общаться. То есть, например, один хакер пишет второму, спрашивает какие-то контакты, какие-то номера телефонов, какие-то кошельки. И в взломанной базе данных, конечно же, это все находится в открытом виде, и полиция может очень легко читать личные переписки между хакерами. Часто они указывают свои какие-то странички ВКонтакте, какие-то личные средства оплаты, какие-то личную информацию о себе могут город указать, адрес доставки чего-либо. И таким образом можно дополнительно установить достаточно большое количество пользователей. Самый эффективный способ использования баз данных форумов – это массовый DANON, используя почту. Смотрите, хакер зарегистрировался на форуме, указав почту, допустим, Миша, собака, Mail.ru, и указал на эту почту при регистрации на БХФ, и потом он на эту почту либо до этого создает страничку ВКонтакте, страничку в социальных сетях для знакомств, например, Mamba, Lowell Planet, множество есть сайтов, там Спрашивай.ру, Ask.me и множество вот таких вот подобных регистраций. Он указывает эту почту, и происходят утечки данных, и, например, также происходят утечки данных с баз данных банков. И, допустим, я беру базу данных форума с одной стороны, да, и с другой стороны базу данных ВКонтакте, да, и сравниваю, и получается так, что все пользователи, а там множество, 50 тысяч, 100 тысяч пользователей есть, да, которые указали и там одну почту, я сразу же нахожу, получается, хакера и сразу же его страничку ВКонтакте, да, потому что он и там указал одну и ту же почту. С ВКонтакте пример хороший, но еще лучше пример, когда пользователи используют эту почту в банках. Тогда это сразу же получается DANON, то есть я имею с одной стороны банковскую учетную запись, с другой стороны я имею конкретного пользователя на форуме. Далее я открываю этот форум и, соответственно, смотрю, где, кому, что он писал, какие преступления он совершает. То есть есть реальные кейсы, когда таким образом я устанавливаю, кто в моей области проживает, кто совершает преступления на этом форуме, да, зарегистрирован. И далее я просто каждого пользователя открывал и смотрел, какие конкретно сообщения, кому он писал, какие конкретные он темы создавал. И, к примеру, попадались такие, что выкладывали массово базы данных, для которые они брутили. Попадались такие, которые продавали вирусы, то есть они создавали стиллеры, которые воруют пароли. Попадались такие, которые продавали ратники, сами же эти ратники распространяли, скрытые майнеры. То есть таким образом самое большое количество удалось задокументировать и направить в суд. То есть способ массового DANON с использованием разных баз данных. Также, к примеру, смотрите, да, хакерских баз данных, которые взламываются, их много, то есть это не обязательно БХФ, их множество этих сайтов, я не буду все перечислять, те, кто знают, те знают, и полицейские, я лично, да, скачивал множество этих баз данных, и, к примеру, если получалось так, что я установил пользователя, да, с БХФ, и у него там нету сообщений, это не значит, что он ничем не занимается, это просто значит, что нужно теперь взять этот логин, который я имею, да, и по этому логину пользователя я могу на других базах данных взломанных форумов также само просматривать его сообщения. Могу на других форумах, которые не взломаны, зная его учетные данные, знаю его контакты, по поиску искать, соответственно, чем он занимается, и документировать уже эти преступления, зная уже конкретно бандита в лицо. Иногда так случается, что действительно спецслужбы других стран передают информацию по какому-то конкретному хакеру, но поверьте, эти случаи один из тысячи, которые происходят, и мы их сильно рассматривать не будем. Да, это так происходит. Действительно, ФБР может передать информацию по каким-то реально крутым хакерам.
Второй интересный способ массовой отработки преступников – это отработка сервисов, которыми они пользуются. То есть, к примеру, преступники пользуются чем? Они используют миксеры для перемешивания, для обналичивания своих грязной криптовалюты. А также они используют гарантов. И третье – это они используют какие-то, например, отрисовки, то есть сервисы, которые с помощью фотошопа подделывают документы, которые они дальше отправляют в какие-то интернет-магазины. И вот конкретно в нашем кейсе мы получили возможность видеть всех, кто использует этот сервис, и мы видели их логины, их почты и их IP-адреса. И дальше уже было понятно, что любой, кто зарегистрирован на этом ресурсе, кто пользуется этим сервисом, является кардером. То есть, таким образом мы выявляли всех кардеров по таким вот простым способам, отрабатывая сервисы, которые они используют. Также очень интересный способ массового выявления каких-либо преступников – это анализ сетевого трафика провайдеров. То есть, полиция идет к провайдерам и дает IP-адреса каких-то ресурсов. Например, это будут IP-адреса хакерских форумов или форумов, наркофорумов. То есть, вы понимаете, да? И они начинают собирать все IP-адреса, кто из этого провайдера посещает эти сайты. На выходе полиция знает, кто, когда и как часто посещает, соответственно, этот ресурс. То есть, уже будут какие-то конкретные IP-адреса людей, которые посещают какие-то запрещенные ресурсы. Понятное дело, они не будут знать, что конкретно вы делаете на этом форуме. Да? Может быть, просто заходите читать, и вы просто как специалист в безопасности. Да? Но в любом случае они будут уже знать, что конкретно вы посещаете этот ресурс. У меня был интересный кейс по Шадану. Мы с помощью Шадана увидели открытые порты, которые используют программное обеспечение, вредоносное программное обеспечение Dark-Comment. То есть, хакер поднял у себя, так называемый, панель, ботнет, и ему на компьютер стучались взломанные, потерпевшие, получается, да, потерпевшие компьютеры на его панель, и мы с помощью Шадана смогли определить его IP-адрес, что он использует это, и дальше уже, имея его IP-адрес, он, понятное дело, позже уже сменил его, то есть он спрятал эту панель, но в момент настройки Шадан зафиксировал его настоящий IP-адрес, и мы таким образом установили хакера, и дальше уже отработали его, и действительно подтвердилось, что он массово распространяет вирусы, которым он потом получает полный контроль с помощью этого программного обеспечения. То есть, на самом деле, действительно можно выявлять киберпреступников, просто сканируя открытые порты, если знать, какие открытые порты нужно сканировать. То есть, можно посмотреть, какие вредоносные программы используют какие порты. То есть, к примеру, Dark-Comment, какой-нибудь Quasar, какие-нибудь популярные решения для удаленного доступа, либо какие-то другие вирусы. И используя сканеры этих портов открытых, можно установить таким образом панели, которые используют хакеры. Кейс по взломанным Wi-Fi тоже хочу вам рассказать. У нас был кейс. Мы нашли на форуме, что человек просит расшифровать пароль от Wi-Fi. Да, и мы смогли найти владельца этого Wi-Fi. Это была студентка одна, да, и ее действительно хакер взломал. Таким образом, мы на форуме нашли сообщение хакера о том, что он просит подобрать пароль к ее Wi-Fi, к ее хендшейку ее Wi-Fi. И опросив ее, мы действительно выяснили, что она была взломана. И мы заранее знали, конечно же, кто ее взломал, потому что мы имели IP-адрес с дампа этого форума хакера. И таким образом мы и установили и потерпевшего, и хакера, и сразу же нашли сам факт преступления. Также существуют достаточно очевидные способы поиска и деанонимизации киберпреступников. Например, даже не имея дампа форума, можно открыть поиск на форуме и написать
просто avk.com, и существует реально большое количество пользователей, которые указывают свои странички ВКонтакте в том или ином контексте, например, просят накрутку лайков какую-то или еще чего-то. И, например, полицейские могут открыть эту страничку ВКонтакте, увидеть по друзьям город этого пользователя и какие-то его данные, фотографии, а далее открыть этот профиль этого пользователя на форуме и посмотреть, чем незаконным он занимается, и таким образом задокументировать и деанонимизировать пользователя. Это, конечно же, будет школьник какой-то, да, это не будет хакер, это будет хацкер, но в любом случае этот хацкер также совершает киберпреступления, какие-то взломы, поэтому даже таким образом действительно документирует хацкеров. Да. Также существуют сообщества ВКонтакте, к примеру, Лоус-гуру, там Зеленка-гуру и так далее, где полицейские могут открыть эти сообщества и просто по поиску по участникам выбрать свой регион, то есть, к примеру, какой-то маленький город, там Омск, не знаю, или любые другие небольшие города, и сразу таким образом они найдут все странички ВКонтакте по указанному им городу и могут каждый отрабатывать конкретно своего киберпреступника и смотреть, чем же он занимается незаконным. То есть, поэтому я говорю, что в большинстве случаев раскрывается как раз от преступника к преступлению. Это гораздо проще найти преступника и уже потом от преступника смотреть, какие преступления он совершает. У меня был интересный кейс именно через AbuseDB. Это такой сервис, который показывает жалобы на IP-адреса. То есть вы можете, например, работаете в небольшом регионе, например, Ужгород, да, я в Ужгороде работал какое-то время, и вы можете взять диапазоны IP-адресов этого города и посмотреть, на какие IP-адреса поступают жалобы, например, за DDoS, спам или какие-то другие вещи. У меня была ситуация, я нашел IP-адрес, на который поступали жалобы за использование каких-то вредоносных скриптов WordPress, и что такое было, да. И я реально прихожу к этому человеку домой и начинаю общаться с его девушкой, его дома не было. И потом прихожу на следующий день, и человек убежал. То есть он реально оказался причастным к совершению преступлений. Я не знал каких конкретных, я видел просто эти жалобы, я не знал, за что конкретно они посланы, но таким образом можно выявить действительно преступника. Он за собой чувствовал грешок, да, и убежал, и в следующий раз он уже пришел ко мне с адвокатом. То есть вот такая вот история. Действительно, используя такие сервисы, как AbuseIP, AbuseDB, можно посмотреть по вашим диапазонам IP-адресов и выявить действительно какого-то человека, на которого поступают жалобы. Хочу также разъяснить для многих, что многие киберпреступники думают, что они никому не нужны, никому они не интересны. Нет, на самом деле вы нужны, вы интересны в плане раскрытия ваших преступлений. Понятное дело, если вы находитесь в Москве, в Киеве, в Одессе, множество есть других киберпреступников более интересных, да, чем вы. Если ваши киберпреступления ограничиваются взломом Wi-Fi, понятное дело, вы не будете интересны. Но если это какой-то регион на 100 тысяч человек город, поверьте, хакеров в этом регионе не так много. И даже если вы просто взламываете Wi-Fi или распространяете какие-то вирусы, поверьте, вы будете интересны. Множество преступников, к которым я приходил домой с обыском, да, они очень удивлялись, что они думали, что они никому нафиг не нужны, да, и они мелкие, но мы отрабатывали всех, кто есть у нас в регионе, поэтому мы приходили даже к тем, кто просто взламывает Wi-Fi. Также хочу добавить, что, как бы ни казалось странным, но самые ценные дампы – это старые дампы форумов. То есть, на самом деле, это может казаться неочевидным, но когда хакер регистрируется, да, он еще не является таким хакером, он просто регистрируется, начинает интересоваться, спрашивать. И в момент, когда он только приходит в этот
мир киберпреступников, он еще не является опытным, и, возможно, он не знает, что через 2-3 года он уже станет настоящим хакером, он использует свою личную почту, которую использует в соцсетях, либо еще где-то. Таким образом, имея старый дамп, можно установить этого хакера, да, и спустя 2-3 года он уже создает новую учетную запись, он уже думает об этих всех моментах, он уже постоянно использует VPN, Tor, он никогда уже не совершит тех простых ошибок, которые совершил 2-3 года назад, но за счет того, что мы имеем старый дамп форума, мы можем и идентифицируем его. Многие могут подумать, что только школьники, хакеры, да, могут совершить такие очевидные ошибки, как описанные мной выше, но на самом деле я отрабатывал форум Мазафака, и только с этого форума больше 200 пользователей удалось идентифицировать, просто используя старую базу ВКонтакте. То есть эти ошибки совершают практически много людей. А также очевидно, зачем в первую очередь происходит охота. Это в первую очередь происходит охота, конечно же, на администраторов популярных хакерских форумов, на модераторов, потому что через них можно онлайн получать доступ к базе данных, да, можно просматривать IP-адреса и так далее. Поэтому, конечно же, и я, и другие полицейские в свое время в первую очередь пытался деанонимизировать именно людей с правами какими-то на форуме. Также, возможно, для вас секрет, не секрет, конечно же, есть те форумы, которые подконтрольны полиции. У меня лично был один администратор, да, на связи, и когда мне нужно было актуальные какие-то IP-адреса установленного мною человека узнать, я писал, говорю, дай мне почту, дай мне IP-адреса его, он мне любезно передавал. Я не буду раскрывать какой-то форум, это не самый популярный форум, но, возможно, и даже самые популярные форумы также само передают информацию, просто не мне, а каким-то другим сотрудникам, и мне просто про это неизвестно. Также я рассказал все не в полном объеме. Есть, конечно же, вещи, про которые я мог забыть упомянуть. Возможно, я их вспомню и расскажу в следующем видео. Подписывайтесь на канал, если вам понравилось, ставьте лайк. И я открыт к сотрудничеству. Пишите мне по контактам, которые указаны в описании. Возможно, мы вместе с вами сделаем какой-то интересный проект. Пишите. Также хочу обратиться к тем, кто совершает преступления в сфере детской порнографии или наркопреступления. Мы тоже раскрывали эти преступления. Поверьте, поймать хакеров гораздо сложнее, чем задокументировать распространение детской порнографии или наркосбыт. Действительно, те, кто этим занимается, их анонимность гораздо хуже, чем анонимность хакеров. И если удается поймать на ошибках хакеров, то, поверьте, ошибок тех, кто занимается данными делами, еще больше совершают. Поэтому 1000 раз подумайте перед тем, как заниматься подобным. Самое важное отступление – киберпреступления.